Всем привет, друзья! С вами компания Стиль. Мы уже 10 лет занимаемся производством современного отделочного материала жидкими обоями. Сегодня мы хотим рассказать и показать вам, что такое жидкие обои, что входит в их состав, почему, делая ремонт, стоит остановить свой выбор именно на них, какие бывают виды, как правильно подготовить смесь и поверхность к нанесению, и, наконец, как наносить шелковые и целлюлозные жидкие обои Стиль. Итак, поехали! Жидкие обои – это финишное декоративное покрытие для стен и потолков. Свое название оно получило в связи с тем, что перед нанесением в сухую смесь необходимо добавить воду. Фасуются жидкие обои Стиль в полиэтиленовые пакеты весом 1 кг. После разбавления водой материал превращается в клейкую тягучую массу, которая равномерно распределяется по поверхности слоем 1-2 мм. В состав материала также входят компоненты, которые зачастую используются при производстве одежды. Именно поэтому жидкие обои иногда называют текстильными. Именно эти компоненты и создают необычайную фактуру жидких обоев. Целлюлоза делает покрытие слегка рельефным, состоит в основном из хлопкового волокна. Клей КНЦ. Данный связующий компонент отличается надежностью и экологичностью. Его используют для производства большинства современных обойных клеев. Шелк. Тончайшие шелковые волокна придают жидким обоям изысканный блеск. Пряжа для вязания и другие текстильные нити обеспечивают эффект теплоты и мягкости. Слюда. Природный, экологически чистый и нетоксичный минерал. Кроме того, жидкие обои содержат глиттеры. Это косметический блеск различных размеров и форм. Мы предлагаем 10 вариантов на выбор. Благодаря натуральному составу, жидкие обои, в отличие от виниловых, не выделяют в воздух никаких вредных веществ. Их можно без опаски использовать для отделки детских комнат, спален аллергиков и даже помещений детских образовательных учреждений. Они не имеют запаха, что важно для людей со склонностью к астме. Жидкие обои дышат, они свободно пропускают в воздухе пар. Под ними не собирается конденсат, чего нельзя сказать о тех же виниловых обоях, которые создают своеобразную пленку на стене. Наши клиенты часто оставляют отзывы о том, что в доме после отделки стен жидкими обоями пропал грибок. Покрытие пористое и волокнистое, что позволяет значительно улучшить теплоизоляцию дома. Благодаря этому поддерживается оптимальная температура внутри помещения. Теплоизоляция хорошо заметна зимой. Если вы приложите руку к стене, оклеенной обычными обоями, то почувствуете холод, тогда как стена с жидкими обоями будет теплой на ощупь. Пористо-волокнистая структура обеспечивает еще одно важное преимущество жидких обоев Стиль. Сотни наших клиентов на собственном опыте убедились в том, что в квартире, отделанной жидкими обоями, становится намного тише. Жидкие обои скрывают неровности поверхности. Они слегка рельефны и благодаря особой текстуре заполняют собой все трещины и пустоты, надежно маскируя их. Подготовка поверхности в этом случае обходится намного дешевле и проходит легче по сравнению с другими отделочными материалами. Жидкие обои при нанесении на стену образуют цельное покрытие без швов и стыков. Выглядит это намного эффектнее и привлекательнее, чем при отделке помещения рулонными обоями. Да и процесс нанесения в таких условиях намного проще. Если покрытие повредилось, не спешите расстраиваться. Вам не придется переклеивать все стены, как в случае с виниловыми обоями. Вы можете легко восстановить их. Для этого достаточно просто хорошо смочить нужный участок водой, подождать 20 минут и снова разгладить его. При загрязнении может потребоваться удаление слоя и нанесение новой порции жидких обоев. Текстильные покрытия не требуют какого-то особого ухода. Они антистатичны и не притягивают пыль, но при необходимости вы все же сможете пропылесосить их. Жидкими обоями можно покрывать не только ровные поверхности. Их очень удобно наносить на арки, ниши, откосы, многоуровневые потолки и другие труднодоступные места. При этом не образуется никаких непривлекательных щелей и трещин, как при использовании многих других отделочных материалов. Жидкие обои Стиль доступны в широчайшем ассортименте цветов и фактур. В нашем каталоге вы найдете более 200 типов покрытий, начиная от легких постельных вариантов и заканчивая более яркими и насыщенными, среди которых вы без труда сможете выбрать наиболее подходящий для вашего интерьера вариант.
С помощью жидких обоев можно создавать интересные узоры и рисунки. Это позволит сделать дизайн интерьера вашего дома более ярким, запоминающимся и эксклюзивным. Виды жидких обоев определяются в зависимости от преобладающего компонента основы. Для целлюлозных жидких обоев характерен умеренный рельеф и матовая поверхность. Они стоят дешевле, но не менее качественные. Для шелковых жидких обоев в стиле характерным является блеск и, конечно же, эффект ткани на стене. В их составе не менее 80% шелкового волокна. А теперь, друзья, перейдем к подготовке поверхности. Прежде всего, со стены необходимо удалить старые обои, отваливающиеся участки штукатурки и смыть побелку. Чаще всего в современных домах нам приходится иметь дело с гипсокартонными поверхностями или с цементно-песчаными штукатурками. Для их подготовки нужно сначала их вскрыть белым или бесцветным грунтом, затем прошпаклевать стартом, можно не зачищая. Далее наносим слой уже финишной грунтовки Ceresit ST16. Если у нас присутствуют деревянные поверхности или металлические, обязательно вскрываем эмалью PF115. Это создаст водонепроницаемую пленку, через которую не сможет пройти ржавчина и выступить на ваших обоях. Для удобства я уже прошпаклевал стену из гипсокартона стартовой шпаклевкой. Пошпаклевано не идеально, на стене выбоины и неровности. Чуть позже мы увидим, как жидкие обои скроют все дефекты. Теперь осталось нанести грунтовку. В качестве грунта рекомендуем использовать Ceresit ST16. Грунт-краска с добавлением кварцевого песка не только выровняет тон стены, но и придаст ей шероховатость. Это облегчит процесс нанесения жидких обоев, ведь они не будут скользить по поверхности. Если нет возможности купить именно этот грунт, можно воспользоваться другим, белым или бесцветным акриловым грунтом. Грунт нужен, чтобы не пустить влагу в стену и тем самым не допустить вытягивания на поверхность различных веществ, что проявляется в виде желтых пятен. Грунт Ceresit ST16 содержит кварцевый песок. Для его нанесения лучше всего использовать щетку. Чтобы исключить необработанные участки, давайте прогрунтуем еще раз. Пока стена сохнет, давайте займемся приготовлением смеси. Я отдельно покажу вам процесс подготовки и нанесения жидких обоев в стиль на целлюлозной основе и, соответственно, жидких обоев в стиль на шелковой основе, чтобы вы смогли увидеть разницу и сравнить результат. Начнем с целлюлозных. Обратите внимание, пакет целлюлозных обоев довольно плотный, хлопок занимает достаточно большой объем, поэтому чтобы уменьшить стоимость доставки, мы используем пресс-упаковщик. Все компоненты жидких обоев в стиль уже перемешаны, поэтому нам не нужно отдельно добавлять и размешивать клей и прочие компоненты. Это значительно облегчает процесс подготовки. Просто высыпаем сухую смесь из пакета в чистую емкость на 20-25 литров и добавляем в нее 7,5 литров теплой воды. Помните, воду нужно обязательно нагреть до приблизительно 50 градусов. Это поможет раствориться клеевому компоненту. Затем при желании добавляем глиттер. Аккуратно перемешиваем все руками, пока не останется сухих комков. Жидкие обои абсолютно безопасны, поэтому использовать перчатки не обязательно. Перемешивать лучше всего руками, использовать миксер запрещено, ведь он может повредить волокна. Теперь перекладываем полученную массу назад в пакет, прочно завязываем и оставляем ее на 8-12 часов в темном месте. В разведенном виде жидкие обои стиль могут храниться до 5 дней, но со временем они будут терять клейкость, так как бактерии будут разрушать клеевой компонент. Наша стена высохла и приобрела ровный белый цвет. Обои настоялись и готовы к нанесению. Вооружаемся специальной пластиковой теркой и вперед! Технология нанесения жидких обоев не требует специальных навыков. Главное наловчиться распределять клейкую массу равномерным слоем 1-1,5 мм.
Потренируйтесь сначала в удобном месте стены. Более толстый слой, конечно же, не повредит, но это скажется на расходе материала. Обычно уже через 15-20 минут практики эта задача не вызывает особых трудностей. Наносим массу на стену и растираем ее прямолинейными движениями. При этом стараемся держать рабочий инструмент под углом 20 градусов относительно стены. Рекомендуем начинать процесс нанесения с угла и в направлении слева направо. Если у вас не получается закончить отделку всех стен в комнате за один день, то постарайтесь покрывать стены от угла до угла, чтобы после высыхания не было видно стыков на границе. Жидкими обоями легко обходить разные контуры, к примеру розетки или настенные светильники. Неаккуратные разрезы, приклеенные дополнительные кусочки – это лишь малая часть проблем, которые могут возникнуть при оклеивании розеток традиционными рулонными обоями. После нанесения обязательно разгладьте покрытие еще раз. Высыхать жидкие обои будут неравномерно, пятнами. Настоящий цвет проявится только после полного высыхания. Жидкие обои не боятся сквозняков. Если позволяет погода, откройте окна и покрытие высохнет быстрее. Наши обои высохли. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Целлюлозные жидкие обои «Стиль» имеют матовую поверхность и легкий рельеф. Белый хлопок и коричневые шелковые волокна образуют монолитное, теплое и мягкое на ощупь покрытие. 109 тип – один из самых популярных цветов. Стоимость всего 25 гривен за квадратный метр покрытия. Помните, мы с вами говорили о возможности точечного ремонта. Давайте покажем это наглядно. Представим, что ваш ребенок не оценил в должной мере красоту нового ремонта и решил сделать стены более яркими, разрисовав их маркером или красками. Или может вашей кошке захотелось использовать стену вместо когтеточки. В любом случае не расстраивайтесь, решить эту проблему не составит особого труда. Просто размачиваем слегка подогретой водой поврежденный участок обоев и удаляем его. Затем готовим свежий состав и обязательно из коллекции, использованной ранее. Чтобы граница между старым и обновленным участком была незаметной, стыки также размачиваем водой. С помощью все той же пластиковой терки воспроизводим созданный раньше слой. Как видите, после высыхания места ремонта совершенно не видно. Это очень практично, особенно если в доме дети или домашние животные. Ну а теперь, друзья, давайте подготовим шелковые жидкие обои «Стиль» к применению. Берем пакет и высыпаем содержимое в емкость. 10 литров будет достаточно. Высыпаем по желанию глиттер, добавляем теплую воду. Только в случае с шелковыми обоями воды потребуется меньше – 4,5 литра. Аккуратно все перемешиваем. Когда не останется сухих комков, раствор готов. Перекладываем полученную клейкую массу назад в пакет, прочно завязываем. И снова ждем 8-12 часов. Наши обои настоялись и готовы к применению. Для нанесения будем использовать вот такой прозрачный акриловый полутер. У него закруглены все края и кромки, что облегчает процесс нанесения. Здесь также рекомендуем наносить обои с угла в направлении слева направо и стараться за один раз покрывать стены от угла до угла, чтобы после высыхания не были заметны стыки на границе.
Итак, я завершила работу. Ждем высыхания покрытия и оцениваем результат. Оставшиеся обои можно высушить, разложив их на противне или полиэтилене слоем 1,5-2 см. Они нам пригодятся, если вдруг понадобится точечный ремонт. После высыхания вы сможете отломать и размочить кусочек нужного размера, чтобы отремонтировать поврежденное покрытие. Наши обои высохли. Давайте посмотрим, что получилось. Как видите, шелковые жидкие обои отличаются изысканным и эффектным блеском и более гладкой поверхностью. Плюс ко всему, они меньше впитывают запахи. Цветовое оформление материала обеспечивается добавлением в его состав пряжи ярко-оранжевого цвета и белого шелка. Благодаря такой эффектной расцветке 232 тип жидких обоев «Стиль» станет идеальным решением для комнат, которым не хватает солнечного света. Волокна пряжи также формируют красивый рисунок на стене, придавая покрытию сходство с роскошной тканью. Напишите в комментариях, какие жидкие обои, целлюлозные или шелковые, вам понравились больше и почему. Как вы могли убедиться, жидкие обои «Стиль» – это современный, практичный и безопасный отделочный материал. Они легко наносятся и не требуют особого ухода. И что самое главное, они позволяют создать действительно уникальный дизайн интерьера, который будет выгодно выделяться на фоне традиционных и уже приевшихся отделок. Если у вас остались какие-либо вопросы касательно жидких обоев «Стиль», рекомендуем посетить наш сайт. Здесь много полезной информации, ссылочка в описании. Позвоните нам, и мы с радостью вас проконсультируем. Оставляйте свои вопросы и комментарии под видео, а мы постараемся оперативно на них отвечать. Удачного вам ремонта!